Привет, друзья! Это юрист Валерий Табаков. Сегодня новости с подробным юридическим разбором по одному из самых резонансных уголовных дел в Украине. Дело об убийстве Ирины Фарион. Производство номер 466, 12967, 24, Шевченковский районный суд Львова. Сегодня 23 апреля 2026 года. Вчера, 22 апреля, в зале суда произошло событие, которое точно войдет в историю этого процесса как один из самых драматичных моментов. И я тщательно собрал и проанализировал всю доступную информацию из надежных украинских источников: Укринформ, ТСН, Суспільне, Обоз.ua, Новини Львів, НВ, ЗН.ua и других по состоянию на вечер 22 апреля. Учитывая всю нашу предыдущую переписку с обзором, с комментариями, голодовку Зинченко, объявленную с 17 апреля, попытку самоубийства прямо в зале, начало судебных дебатов, вопросы об инсценировке, а также необходимость детального разбора реакции омбудсмена, прокуратуры, возможных шагов защиты, перспектив переквалификации на статью 116 Уголовного кодекса Украины и последствий для наказания. Возможно. Я сделаю максимально полный, объективный, глубокий обзор, чтобы вы могли самостоятельно оценить ситуацию исключительно с точки зрения закона и не эмоций. Итак, по порядку. Поехали. Что именно произошло вчера в суде? Полная хронология заседания. Проходило заседание в Шевченковском районном суде Львова. Обвиняемый Вячеслав Зинченко, житель Днепра, 18 лет, на момент задержания находился в специальной клетке, камере для подсудимых. В зале присутствовали прокуроры Елена Данилев и Дмитрий Петлеваны, адвокаты защиты Игорь Сулима, Владимир Вороняк, мать обвиняемого, также дочь Ирины Фарион, София Особа со своим адвокатом Натальей Романенко. С самого начала Зинченко заявил, что с 17 апреля 2026 года он находится на голодовке. Уже 6-й день без еды и воды. Он жаловался на резкое ухудшение самочувствия, слабость, головокружение, просил суд отложить заседание, ссылаясь на невозможность полноценно участвовать в процессе. Судья, коллегия под председательством Петра Невойта, отклонил это ходатайство защиты. Постановил продолжить рассмотрение дела в присутствии врача, который должен был наблюдать за состоянием здоровья обвиняемого. Далее суд официально перешел к стадии судебных дебатов, и это завершающий этап судебного разбирательства по существу перед вынесением приговора. В этой стадии последовательно выступают прокурор с обвинительной речью, представитель потерпевшей стороны София Особа и ее адвокат, затем защита с аргументами в пользу обвиняемого и, наконец, последнее слово самого подсудимого. Именно в этот критический момент, когда прокурор начал зачитывать ключевые положения обвинения, произошел инцидент. Вячеслав Зинченко попытался совершить самоубийство прямо в зале суда. Он снял с себя свитер, завязал его на верхней части решетки клетки подсудимых и попытался затянуть петлю на своей шее. Сотрудники охраны суда среагировали мгновенно и пресекли попытку. После этого Зинченко, по сообщениям очевидцев и СМИ, потерял сознание внутри клетки. Заседание пришлось приостановить. Из зала попросили выйти всех присутствующих, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи оказали необходимую помощь на месте. Сам Зинченко позже заявил, что действовал сознательно и заранее спланировал этот шаг именно для того, чтобы
сорвать или хотя бы отложить начало судебных дебатов. Он повторно подчеркнул: «Я не убивал Ирину Фарион» и выразил протест против продолжения процесса в таком состоянии. Также он заявил, что он не готовился к дебатам и не принес с собой своих записок, которыми он имеет право пользоваться в суде. Несмотря на инцидент, суд после оказания медицинской помощи продолжил заседание. Судебные дебаты начались, но не были завершены в рамках одного дня. Они займут, скорее всего, несколько следующих заседаний. В конце судья продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко в виде содержания под стражей без права на внесение залога до 21 июня 2026 года. Оружие убийства, пистолет до сих пор не найдено. Досудебное расследование завершено. Сейчас идет завершено судебное следствие, завершены исследования всех доказательств, рассмотрены все ходатайства, кроме одного момента, о котором я сейчас говорить не буду. Значит, какие варианты оценки того, что произошло? Это реальная попытка самоубийства или инсценировка, как считает, например, потерпевшая сторона? На основе открытых данных можно выделить два основных варианта развития событий. Окончательный вывод сможет сделать только официальное медицинское заключение, психиатрическая экспертиза и возможное внутреннее расследование в СИЗО с изучением видеозаписи. Итак, вариант первый. Реальная попытка суицида под влиянием обстоятельств. Длительная голодовка, 6 дней без еды и воды, действительно может привести к тяжелому физическому и психическому истощению. Стресс от перехода к финальной стадии процесса, ощущение безысходности, предыдущее заявление Зинченко о нарушениях его прав – все это могло толкнуть на отчаянный шаг. Факт потери сознания, вызов скорой и необходимость медицинской помощи говорят в пользу серьезности намерений. Ранее Зинченко оставлял записку сокамерникам примерно следующего содержания: «Если что-то случится, я себя не убивал», что может свидетельствовать о реальном страхе за свою жизнь и о психологическом давлении. Вариант второй. Это демонстративная инсценировка, симуляция с целью затягивания процесса. Многие СМИ прямо используют формулировки «намагався зобразити самогубство» или «пытался изобразить попытку самоубийства». Действия произошли точно в момент начала дебатов после отклонения ходатайства об отложении. Зинченко сам позже подтвердил, что это было сделано сознательно. Такие тактики, голодовки, отказы от показаний, провокации в зале часто применяются защитой в резонансных делах для создания дополнительных оснований для апелляций, жалоб в ЕСПЧ и затягивания сроков. Если инцидент был поверхностным, ткань не затянулась сильно, быстро пресечен, а восстановление произошло оперативно, это может указывать именно на демонстративный характер, а не на реальную попытку. Без полного видео из зала и экспертного заключения врача судмедэксперта говорить однозначно, какой из вариантов правилен, преждевременно. Суд и прокуратура обязаны это расследовать. Теперь, каковы возможные реакции? Во-первых, начнем с реакции омбудсмена и прокуратуры. Официальной публичной реакции уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубенца пока не поступило, что должна включать надлежащая реакция омбудсмена в соответствии с законом Украины об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека. Во-первых,
немедленное инициирование проверки условий содержания обвиняемого в СИЗО и соблюдение его прав во время судебного заседания. Во-вторых, контроль за предоставлением своевременной и качественной медицинской помощи лицу, находящемуся на голодовке. В-третьих, оценку, не были ли нарушены гарантии справедливого судебного разбирательства, статья 6 Европейской конвенции по правам человека, включая право на защиту и участие в процессе в надлежащем состоянии здоровья. И в конце концов, возможный личный визит представителя офиса омбудсмена в суд или СИЗО, подготовку соответствующего представления или публичного заявления с рекомендациями суду и пенитенциарной службе. Отсутствие быстрой реакции омбудсмена может быть связано с тем, что инцидент произошел всего несколько часов назад, но в резонансных делах омбудсмен обычно реагирует оперативнее. Прокуратура и ее реакция также пока не давала публичных комментариев по инциденту. Что должна сделать прокуратура? Зафиксировать инцидент в материалах дела как возможное проявление неуважения к суду или попытку искусственного затягивания судебного разбирательства. Статья 185.3 КоАП или соответствующие нормы КПК. Инициировать проверку в СИЗО по факту объявления и проведения голодовки, включая условия содержания и медицинское наблюдение. Жестко выступить на следующих заседаниях против любых необоснованных отложений дебатов, настаивая на продолжении процесса в строгом соответствии с УПК. И при необходимости направить материалы для дополнительной проверки в органы, осуществляющие надзор за пенитенциарными учреждениями. Пока реакции сдержанные, и это типично для одного дня. Ждем официальных заявлений в ближайшие 1-2 дня. Теперь о возможных действиях защиты. Адвокаты Зинченко, Игорь Сулима, Владимир Вороняк имеют широкий арсенал процессуальных инструментов. Подать жалобу на определение суда об отказе в отложении заседания и на продление ареста до 21 июня. Апелляция в апелляционный суд. Требовать проведения полной медицинской и психиатрической экспертизы обвиняемого с приобщением ее результатов к материалам дела. Ходатайствовать о приобщении видеозаписи инцидента из зала суда как нового доказательства в пользу или против версии инсценировки. В рамках дебатов акцентировать внимание на всех противоречиях доказательной базы, отсутствие оружия, неполное ДНК доказательства, адерологическая экспертиза, которая не является безупречной, странное заявление потерпевшей стороны про гильзу в голове. Подготовить обращение в ЕСПЧ, если будут зафиксированы нарушения прав на здоровье и справедливый суд. А теперь о возможной переквалификации на статью 116 Уголовного кодекса Украины и мои аргументы как юриста. Статья 116 УК Украины предусматривает умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, аффекта, которое внезапно возникло вследствие противоправного насилия или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего. Наказание – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Оно значительно мягче, чем по части 2 статьи 115. Мои аргументы в пользу возможной переквалификации или хотя бы снятия квалифицирующих признаков части 2 статьи 115. Во-первых, мотив национальной нетерпимости и связи с общественной деятельностью Фарион выглядит в материалах дела крайне слабо и надуманно. Доказательства в виде переписок и заявлений не дают полной картины хладнокровного политического убийства. Во-вторых, серьезные противоречия в позиции потерпевшей стороны, заявление Софии Особы о гильзе в голове жертвы физически не соответствует баллистике выстрела снаружи. Это разрушает версию
тщательно спланированного преступления. В-третьих, отсутствие орудия убийства, неполные результаты ДНК-экспертиз, зависимость адерологической экспертизы от субъективных факторов и другие пробелы в доказательствах. Если суд признает, что у обвиняемого мог внезапно возникнуть аффект, например, вследствие конфликта, то статья 116 становится вполне реальной перспективой. Переквалификация возможна даже на стадии постановления приговора в соответствии со статьей 337 КПК Украины. Я неоднократно разбирал эти моменты в предыдущих видео. Обвинение слишком сильно акцентирует политический заказ, в то время как фактические данные указывают скорее на возможный импульсивный акт или даже ставят под сомнение причастность. И последствия для возможного наказания. При квалификации по части 2 статьи 115 УК с квалифицирующими признаками национальная нетерпимость, связь с общественной деятельностью, наказание может составить от 10 до 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. При переквалификации на статью 116 от 5 до 7 лет лишения свободы, а в исключительных случаях даже ограничения свободы. При выявлении грубых нарушений процессуального закона или недостаточности доказательств теоретически возможен оправдательный приговор, хотя на текущем этапе это маловероятно. Друзья, сегодняшний день показал, насколько эмоционально и процессуально накален этот процесс. Зинченко явно использует все доступные средства для защиты своих прав, но суд обязан оставаться беспристрастным, соблюдать презумпцию невиновности и гарантировать надлежащие условия для участия в заседании. Я продолжу внимательно следить за делом 24/7 и готовить следующие разборы. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если считаете, что разбор был полезным, и пишите «Табаков прав» или «Ступор», если тоже видите процессуальные нарушения и слабости обвинения. Поддержите мой независимый юридический анализ. Реквизиты в описании к этому видео и в первом закрепленном под видео комментарии. Все строго по закону и материалам дела. До следующего подробного разбора. С вами был юрист Валерий Табаков.